Дрейнер — это не просто очередной проходной босс, а бывший парень Луны. Ну или как минимум ее абсолютно поехавший сталкер, который так и не смог смириться с жестким отказом. Сегодня мы разберем того самого вампира Вайба, чью трагичную и мрачную историю Supercell гениально спрятали у нас прямо под нос. Оказывается, Дрейнер не пытается уничтожить организацию Моко. Ему вообще плевать на наши порталы и исследования. Он пытается вернуть Луну, используя при этом самые грязные, токсичные и психологические уловки, на которые только способна энергия хаоса. Как мы вообще классифицируем и называем монстров в Моко? В большинстве случаев по их базовым функциям и паттернам атак. Бумеры, например, взрываются, фризеры морозят, а скорчеры поджигают все вокруг. Но у этого парня есть конкретное имя — Дрейнер. И более того, вы сами видели, что в игре за ним закреплен титул «Вампир Вайба». И возникает логичный вопрос, откуда команда МОК вообще знает такие подробности о каком-то там монстре из разлома? А ответ очевидный. Раньше он был частью команды МОКа, ведь его оружие очень похоже на посох Вайба, но в искаженной форме. А в его арсенале были такие пассивки, как вампирские клыки и плейлист для работы. То есть он лечил Луну, Джакса и Мэнни и остальных охотников. И теперь становится понятно, почему он постоянно говорит о том, что потерял свою позитивную энергию, превратившись в машину для убийства. Также, если вы внимательно посмотрите на его дизайн, вы заметите на спине и прямо на груди огромную сквозную дыру. Причем эта дыра имеет четкую форму сердца. А если мы посмотрим на его искаженный посох, то мы увидим само сердце. И скорее всего Луна отвергла Дрейнера. А душевная боль оказалась настолько невыносимой, что он в прямом смысле слова вырвал свое сердце и засунул его в посох, просто чтобы ничего не чувствовать. И именно эту образовавшуюся в груди пустоту он позволил заполнить энергией хаоса. Фишка в том, что этот хаос его разрушает. Посмотрите на анимацию его лазерной атаки. Она выглядит так, будто он испытывает дичайшую физическую боль от этой силы, и он ее не контролирует. И здесь кроется еще одна важнейшая деталь. Замечали ли вы, что Дрейнер говорит на чистом, осмысленном английском языке, в отличие от всех остальных боссов? Дрейнер в бою буквально умоляет нас, проговаривая: «Не оставляй меня, моя позитивная энергия, открываю портал», что также подтверждает, что он раньше был человеком. Ну а теперь перейдем к самому интересному, к разлому, где нам нужно спасти Луну. Как называется этот разлом? Тайный пакт? А где именно происходит действие в разломе? В парке. Как по мне, это странное место для обычного похищения. Если монстр хочет уничтожить охотника, он тащит его в свое жуткое логово. Но Дрейнер притащил Луну в обычный городской парк. А парк — это классическое место для свиданий или тяжелых личных разговоров один на один. Плюс само название «Тайный пакт». Все указывает на то, что он привел ее в какое-то значимое для них обоих место не для того, чтобы убивать, а предложить сделку, на которую Луна, возможно, согласилась. Это подтверждают даже сами разработчики в ранней версии Макопедии, где есть описание Дрейнера. Поэтому он не просто так истощил ее энергию в самом начале второй главы. Это была не тактика боя, а настоящая психологическая манипуляция. Он сделал это специально, чтобы Луна почувствовала полное бессилие и подумала, что все бессмысленно, моя борьба бесполезна, мы все равно проиграем. Он не пытался победить ее физически, он хотел ее сломать морально, уничтожить ее надежду и заставить сомневаться во всем, во что она верила. И именно в момент абсолютного отчаяния, когда Луна была максимально подавлена, он предлагает ей свой выход. Прими эту силу, откажись от Моко, стань такой же, как я, и мы будем вместе править всем этим. Энергия Дрейнера выглядит гораздо более темной, плотной и невероятно могущественной. То есть он предлагает Луне не просто мутацию, а буквально безграничную силу. Ради этого он готов сжечь весь мир и даже самого себя, лишь бы Луна была рядом с ним. Даже если для этого ей придется перестать быть человеком и стать такой же, как он. И что самое подозрительное, это реакция Луны. Мне кажется, она далеко не такая белая и пушистая, какой хочет казаться. Вспомните выражение ее лица в моменте, когда Дрейнер вторгся в мир в начале второй главы. В ее взгляде было столько боли, тревоги и страха, будто это событие задело ее слишком лично. Я почти уверен, что между Луной и Дрейнером в прошлом был какой-то очень тяжелый разговор или даже целая история, о которой нам пока ничего не рассказывают. Возможно, именно ее случайное предательство, ошибка или какое-то решение стало тем самым триггером, из-за которого Дрейнер окончательно поехал крышей и выпустил в себя энергию хаоса. И если задуматься, это много объясняет. Почему Дрейнер так зациклен именно на Луне? Почему он не хочет просто уничтожить ее, а наоборот пытается переманить на свою сторону? Почему он постоянно говорит с ней так, будто между ними есть какое-то общее прошлое? Так что, как по мне, Луна явно скрывает от Мэнни, Джакса и даже от нас с вами какую-то темную часть своего прошлого. И честно, думаю, все комьюнити будет в полном шоке, если разработчики в будущем официально подтвердят, что она действительно когда-то встречалась с Дрейнером или была с ним намного ближе, чем мы думаем. А вы верите, что между Луной и Дрейнером есть что-то большее, чем просто противостояние героя и злодея? Или Дрейнер всего лишь одержимый сталкер, который преследует Луну ради своих собственных целей? Лично мне кажется, что их
их история намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Пишите свои теории в комментариях, мне будет интересно почитать ваши мысли. Ну а как только появится еще больше новостей или деталей про Дрейнера, я обязательно выпущу продолжение. Ну а с вами был ПК Диш, спасибо всем за просмотр, всем пока!